Приветик, ребята! Извините за мой сонный вид, я только проснулась. Ну что, начинаем нашу неделю правильного питания. Буду вам рассказывать каждый день в течение недели все, что я ем. И в конце, в итоге каждого видео я буду вам показывать всю нашу калорийность, все, что я наела за этот день. И будем подсчитывать все белки, жиры, углеводы. Я думаю, вам это будет полезно. И вообще будет интересно знать, как выглядит правильное питание. Так что я сейчас пойду себе готовить уже завтрак. Я сегодня решила приготовить себе пшеничную кашку. Одна из моих любимых за последнее время, когда овсяная каша уже приелась, а вот это самая обычная крупа пшеничная, да, которая кормят курочек и цыплят на фермах. И я ее так люблю, я не знаю, это вообще просто супер. С молоком я сейчас буду готовить. Она очень вкусно получается. И перед тем, как позавтракать, вот прямо сейчас я выпью стаканчик водички, здесь 200 мл. Это обязательно нужно делать сразу же после сна, потому что организм обезвожен и нужно, конечно, подпитать себя водичкой. Сейчас я буду готовить на одного человека, так как Дима ушел на тренировочку, я завтра пойду. И на себя одну мне хватает где-то вот здесь, где-то 100 грамм пшенички. Добавляем сюда. И где-то 2 стакана молока, может быть 1,5. И теперь отправляем на медленный огонь. И вот такая кашка у меня получилась. Сюда я добавлю еще медка немножко. Лучше в приготовлении каши мед не добавлять, потому что он теряет просто свои свойства все. А уже в готовую кашку просто как ложечку добавлю мед. Сейчас у меня фруктики мои немножечко еще полежат, сушеные, и я их добавлю тоже в кашку. При варке кашка разбухла, естественно, и получилось где-то примерно 200 грамм. Получается здесь еще почти столовая ложечка меда, сухофруктики, где-то грамм, в общем-то, 50, изюмчик и курага, да. И, в принципе, все. Сейчас пойду это все дело кушать. И обязательно возьму с собой 1,5-литровая бутылка воды. Возле меня обязательно всегда в течение дня должна стоять. Так что постоянно пить водичку. Только что сходила в магазинчик и купила, получается, и на сегодня что-то, и на завтра. Гречка у меня, по-моему, закончилась уже. Фундук, орешки на завтра, скорее всего, на завтрак они у меня пойдут. Манка для того, чтобы там какую-то выпечку делать, чтобы муку какую-то не добавлять. В общем, она мне всегда пригодится. Муку я уже давно не покупала. Хек. Тушки хека тут и на сегодня мне, и на следующие дни какие-то, и морковка, и капусточка такая прикольненькая, это сегодня хочу на ужин попробовать. Ну что, я уже начинаю готовить обед. Здесь я замариновала уже 2 куриные грудки. Кстати, по поводу соли, если вы там любите соленоватое мясо, то старайтесь больше использовать больше приправ, каких-то трав, там, не знаю, перчика, чем самой соли. Поэтому я всегда стараюсь больше притрушивать какой-то травкой интересненькой, вкусной, каждый раз новой. И здесь у меня стаканчик гречки, это я на двоих сейчас буду готовить. И грибочки, сейчас шампиньоны порежу вместе с луком. Так, я уже все нарезала, разделила на 2 части грибочки, и сейчас лук тоже разделю. Порезала все, грибочки я стараюсь резать по половинке. Кстати, яйца сварила тоже 4 штучки на двоих. И сейчас буду упаковывать куриные грудки. Вот я сделала из фольги такую чашечку и засунула в чашу от мультиварки. Если у вас нет мультиварки, вы можете просто засунуть в фольгу мясо и прикрыть его потом сверху фольгой и выпекать так в духовке. И вот так я уложила сюда куриную грудку. Там внизу по бортикам лук у меня, и сверху сюда еще грибочки положила. Хочу, чтобы она проглядывалась немножко грудка, так немножечко припеклась на паре. И это я все сейчас буду засовывать в пароварочку. Опять же, если нет пароварки, просто накрываете, сворачиваете эти уголки пленки, фольги, да, и выпекаете в духовке где-то на 180 градусов 30-40 минут. Ну что, ребят, вот мой обед готов. Я Диму уже успела накормить. И теперь моя очередь пришла кушать. Здесь куриная грудка, которую я уже порезала, полила сверху сметанкой.
грибочки с луком. Тоже очень все сочно получилось в этой фольге. И вообще супер. Очень мне понравилось. И здесь у меня яички порезала я. И грамм 100 где-то гречки. Яйца я с желтком сегодня покушаю, чтобы сравнять свою калорийность в сутки. Ну что, ребят, уже пол-шестого, и я решила себе сделать маленький такой перекус. Кушаем каждые 3, хотя бы 4 часа. Не забываем, это основные правила правильного питания. И решила сделать себе такой перекус из одного яблочка, одного банана и столовая ложка сметаны. Сейчас все перемешаю, и будет такой фруктовый салатик. Ну что, ребят, уже 9 часов вечера, и у меня последний прием пищи. Здесь у меня творожок, грамм 150. Как и раньше, я покупаю творог у бабулек на рынке. У меня здесь еще стаканчик 200 миллилитров кефира, да, 1%. И добавлю я еще ложечку столовую сметаны в творог, чтобы она была не такой сухой. Сухой творог не могу есть. И добавлю еще чайную ложечку протеина своего сюда, чтобы как-то хотя бы подсластить немножечко. Ну что, ребят, вот и закончился мой день. Теперь давайте почитаем, сколько калорий в сутки я наела и какой расчет белков, жиров и углеводов сегодня у меня получился. И считать всю свою калорийность я буду на этом сайте. Ссылочку я обязательно вам оставлю в описании под видео. В принципе, очень неплохой сайт, и все так четко и довольно-таки правильно считает, и очень легко прочитать все, что вы скушали на сегодня. И вот здесь такая графа с продуктами, и здесь указывается вес продукта, и он потом рассчитывает, сколько в этом продукте было белков, жиров, углеводов и калорийность. Пишем даже все конкретно очень. Сначала у меня была пшеничная каша, пшеничная, и вот он выбирает тут. Вот она, крупа. Мы можем выбрать тут еще что-то другое там по фирмам. Но у меня была самая обычная пшеничная крупа. И пишу, допустим, 100 грамм. Ну, так и было, в принципе. 100 грамм. Потом дальше у меня было это за завтраком, да. У меня было молоко, которым я заливала эту кашку. Молоко у меня 1,5%. И у меня было 2 чашки, то есть 500 миллилитров. Есть. И все вбиваем продукты, все, что мы съели за сегодняшний день. И да, еще хочу вам сказать такой момент, чтобы вы не пугались ни в коем случае, что правильное питание это не какой-то такой монотонный подсчет калорий каждый день после вашего приема пищи. Вы подсчитываете, записываете на бумажечке. Нет, это всего лишь я вам хочу показать, как это все выглядит, и как считается калорий, чтобы вы как-то хотя бы разбирались немножечко в этом и что-то понимали. Все равно потом, когда вы научитесь правильно питаться, это будет просто на автомате. Ваш организм уже будет вам говорить: все, хватит, стоп, я наелся. Так что и смотрите, сколько здесь еды у меня получилось. На такое количество еды у меня получилось всего-то 2000 калорий. И, к примеру, если бы вы съели там 2 пачки пиццы, там бокал пива, вот у вас вышло бы, к примеру, там 2000 калорий. Так что сколько пользы в таком питании, вы там сами должны понимать это. Завтра у меня будет день тренировочки, так что питание будет немножечко по-другому построено. И увидимся тогда с вами завтра. Всем удачи и пока!